Друзья, сегодня мы расскажем еще об одном нашем приятном приобретении для дачи. Это электросамокат Kuga C1+. Самокат мы искали долго, благо на рынке представлено огромное количество моделей. Самокат нужен был исключительно для дачи, поэтому основным требованием, предъявляемым к самокату, было наличие съемного аккумулятора. Предполагалось, что самокат будет храниться на даче, а как известно, литий-ионные аккумуляторы нельзя держать при отрицательных температурах. Поэтому аккумулятор предполагалось снимать и зимой хранить его отдельно в квартире. Помимо того, хотелось, чтобы предполагаемый самокат был не тяжелый и желательно недорогой. Оказалось, что все вместе эти требования совершенно несовместимы. Модели со съемным аккумулятором оказались тяжелыми, громоздкими и дорогими. В конечном итоге был куплен самокат Kuga C1+, и об этой покупке мы ни разу не пожалели. У него нет съемного аккумулятора, но это оказалось совсем не важно. На зиму мы его привозим домой и храним в тамбуре, где из-за малых размеров он никому не мешает. При перевозке он запросто помещается между сиденьями легкового автомобиля. Самокат мы используем на даче, для поездок в магазин, на пляж или просто для того, чтобы прокатиться жарким июльским днем или душным вечером по окрестностям, обдуваемым приятным летним ветерком. Например, эти красивые места недалеко от нашей дачи я увидел и заснял исключительно благодаря самокату. Вес самоката всего 20 килограмм. При этом максимальная нагрузка 150 кг, диаметр колес 16 дюймов, емкость аккумулятора 11 ампер-часов, что позволяет мотор-колесу развить мощность 500 Вт при максимальной скорости 35 км в час и запасе хода 35 км. Две последние характеристики мною проверены на практике. Давайте поподробнее разберем данную модель. В Kuga C1+ установлены передние амортизаторы, и это основное отличие от предыдущей модели C1. Кстати, при покупке амортизаторы не работали. Оказалось, они были зажаты слишком короткими втулками, установленными на оси колеса. Проблема была решена установкой дополнительных шайб. Сейчас вы их видите. На обоих колесах установлены качественные дисковые тормоза, но экстренно тормозить на высокой скорости сложно. Из-за малого веса самокат сильно заносит при резком торможении. Рулевая колонка легко складывается, руль также легко снимается с рулевой колонки. На руле справа установлена очень удобная поворотная ручка газа, две ручки тормоза, причем для заднего тормоза ручка расположена слева, что также очень удобно. Слева находятся кнопки включения сигнала и фонаря. Фонарь светодиодный. Его расположение и мощность позволяют отлично освещать дорогу. На руле справа находится ключ для включения самоката и цветной дисплей. На дисплее отображается скорость в данный момент, это большие цифры красного цвета вверху, расстояние, пройденное от последнего включения самоката, зеленые цифры внизу, степень заряда аккумулятора, синие сектора справа и установленная мощность мотора колеса, или другими словами, максимальная скорость движения. Самокат имеет три скорости, они отображаются как М1, М2 и М3 в белых квадратиках по центру. Переключаются они коротким нажатием единственной кнопки на дисплее. На первой скорости я езжу по проселочным дорогам. Скорость при этом около 20 км в час. На третьей скорости по шоссе. Здесь можно достичь 35 км в час и выше. Но ехать на таких скоростях опасно. Небольшая выбоина в дороге может стать последней для самоката и для седока. На третьей скорости проще подниматься на самокате в горку. Мощность и момент вращения при этом выше, чем на первой скорости. Мало кто знает еще об одной функции дисплея. Если, удерживая кнопку на дисплее, повернуть ключ, отобразятся сервисные коды, значения которых можно менять. Только без особой надобности делать это не нужно, чтобы случайно не изменить настройки. Так, R01 – это означает напряжение аккумулятора, R02 – погрешность спидометра, R04 – это способ измерения скорости, цифра 2 обозначает, что измерение производится датчиком Холла. Если бы было 1, то измерение производилось по фазным углам.
R0,5 – размерность колеса в дюймах, R0,6 – количество магнитов в мотор-колесе, R0,7 – погрешность вольтметра, R0,8 – мощность мотор-колеса, R0,9 – показания одометра, которые можно обнулить, R10 – единица измерения расстояния. Цифра 1 обозначает, что измерение производится в километрах, цифра 2 – в милях. Изображение на дисплее, о котором мы так долго говорим, при езде днем даже в пасмурную погоду практически не видно, вероятно, из-за малой контрастности. Для меня это не является недостатком. Устойчивость данного самоката гораздо ниже, чем, например, велосипеда. Поэтому во время езды надо постоянно следить за дорогой. Смотреть на дисплей при этом не получится. Двигаемся дальше. Рулевая колонка с рамой плавно переходит в деку, под которой расположен аккумулятор и контроллер самоката. Этот отсек неплохо гидроизолирован. На заводе несколько раз я попадал в дождь. Ничего страшного не произошло, хотя в дождь на этом самокате лучше не ездить. Те, у кого подобный самокат, наверное, заметили необычность подседельного штыря. Данный штырь от самоката Kuga M4 Pro, который был специально куплен для замены штатного. На данном штыре имеется амортизатор, что позволяет более комфортно себя чувствовать. В штатной комплектации амортизация происходит только за счет пружин, установленных под сиденьем. Сзади у самоката над мотор-колесом расположена удобная корзинка, куда можно сложить вещи для пляжа или купленные продукты. За ней находится задний фонарь, который зажигается при включении переднего фонаря или при торможении. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать о нашем прекрасном самокате. Сейчас Лена продемонстрирует нам мастер-класс езды на нем. А мы на этом прощаемся. Это последнее видео из раздела «Про дачу». В следующих видео мы возвращаемся к нашим путешествиям. Осталось несмонтированным огромное количество материалов из нашего путешествия по Крыму. До встречи, друзья! Всех благ вам, новых удачных покупок и новых приятных впечатлений в наших с вами путешествиях.